Здорово-здорово, братишки-сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал Чипапи Муняня 228. Поздравляю тебя, друг. Приз отправил на кладовщика кухни гурмана. А для тех, кому не повезло, не расстраивайтесь, у меня новый розыгрыш. Он благодаря игрокам Камидаши и Рудатору. Спасибо, ребята, вам большое за поддержку канала и братьев-сталкеров. А для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, подписку я проверяю, так что не надо жульничать. И написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 2 октября. Удачи в розыгрыше! Друзья, давно уже напрашивался подобный ролик в моем исполнении. И я, как довольно старый пользователь этой игры, имею на это полное право. Потому что многое уже повидал и скажу, что вижу хороший прогресс по сей день. Устраивайся поудобнее, и я начинаю. Stay Out — это MMORPG с элементами шутера, в основу которого лег дух сталкерства, исследование таинственных и заброшенных человечеством участков планеты, аномалии, артефакты, мутанты и мародеры. В общем, все то, что нам полюбилось из знакомой трилогии игр Сталкера. Игра Stay Out релизнулась в Steam 27 ноября 2019 года. И очень странно, что в интернете почти нет информации про предыдущие версии игры. На самом деле игра была уже в 2013 году, и я знаю это потому, что сам начинал играть в то время. Честно скажу, что игра очень сильно изменилась с тех пор и продолжает меняться по сей день. На мой взгляд, всерьез игрой стали заниматься как раз с момента разделения ее на 2 разных проекта. Старые игроки знают это время. Разработчики стали делиться информацией про грядущие изменения, сами обновления стали выходить намного чаще, чем было до этого. С момента разделения я поиграл какое-то время, и мне просто наскучило. Наверное, это знакомое чувство для всех играющих в эту игру. Но периодически я все же заходил и смотрел на обновления и на то, как меняется игра. В 2019 году я увидел, что игра появилась в Steam. Мое любопытство взяло верх надо мной в 2021 году, через 2 года после релиза проекта в Steam. После первого входа я заметил изменения в кастомизации персонажа, новая переработанная одежда, черты лица и выбор цветовой палитры. Также были переработаны текстуры, добавлено новое оружие, новые квесты, предбанник и изменена физика персонажа. Теперь он не казался рыбаковым. Первые дни игры я действительно ходил везде с открытым ртом. Когда первый раз попал на новую землю, я вообще удивился и потерялся. Был добавлен новый остров Северный. И с тех самых пор проект для меня разделился на до и после. Припять, конечно же, пока что не добавили, но зато появилась новая локация Черный лес, довольно-таки огромная, объемная в масштабах и очень опасная для одиночки. В настоящее же время разработчики готовят крупное PvP обновление, в котором перерабатывают всю систему PvP. Добавляют новую систему группировок, возможность создания крупных альянсов и многое-многое другое, связанное с PvP контентом и группировками. Все подробно вы можете прочитать в официальной группе ВКонтакте. Это я все к тому говорю, что над игрой работают, и мне как старому игроку это очень заметно. Регулярные, а главное большие обновления, а не маленькие патчфиксы, которые ты то и дело докачиваешь каждый день. Также к большому плюсу отношу то, что разработчики дают пощупать игрокам грядущее обновление в закрытом бета-тесте. Тем самым скорректировать и сбалансировать его, опираясь на мнение тестирующих рядовых, повторюсь, рядовых, то есть обычных игроков. Данжи, ивенты, квесты, фармы, захваты и PvP составляющие, все это есть в Stay Out. Занятие найдется для всех. Очень увлекательные линейки квестов, пройдя которые ты узнаешь интересные истории и связи между персонажами в игре. Главное, диалоги не скипай, а прочти и проникнись атмосферой сталкера. Вступив в хороший клан, ребята покажут тебе другую сторону этой игры. Будешь участвовать в захватах, PvP-сражениях и просто научишься по-другому ходить по зоне, не разевая рот, а то получишь в него горсть свинца. Впрочем, свинца-то можно получить и одиночкой от бывалых мародеров в этой игре. А интересные ивенты и данжи помогут тебе прокачать персонажа, но имей в виду, что без команды ты не справишься. Но не переживай, начав играть, ты по-любому с кем-нибудь подружишься. Кстати, если ты новый игрок и только-только планируешь регистрироваться, то вводи мой промокод Nixon для регистрации. И получай бесплатный премиум аккаунт на 7 дней. Ссылка в описании под этим видео и закрепленном комментарии. Конечно же, будут и недовольные игроки. Куда без них-то? Которые сейчас скажут, что я несу полную чушь, преувеличиваю, игра говно, ничего не меняется, фарма нет, ничего вообще абсолютно нет. Но это по их мнению. Я уже привык, если честно. Ведь в игре, как и в жизни, есть пессимисты и оптимисты. Я оптимист и призываю вас быть такими же. Игра недооценена многими пользователями. Ну естественно, если каждый день на протяжении месяца гриндить, то тебе просто надоест однообразие. А ты попробуй квесты поделать, попутно по фарме, позже в клан найди, вместе с ним будешь бегать, проходить данжи и так далее. Вот тебе в принципе разнообразие. Главное, братик, запомни, каждый человек создает свой мир вокруг себя. Если ты убежден, что игра говно, то она для тебя такой и будет. Лучше в принципе не играть. А если ты не будешь заострять внимание на некоторых багах, которые на минуточку имеются во всех играх, не будешь ныть, что везде одни мародеры, цены огромные, фармить негде, то играть станет намного проще в принципе для тебя.
Для тех, кто не играл или бросил играть, я однозначно советую попробовать начать или вернуться в игру. Она стремительно меняется. Это игра для ценителей сталкерской атмосферы, любителей старого постсоветского интерьера. В ней ты сможешь найти себе новых друзей, надежную компанию, с которой будешь покорять просторы этой опасной зоны отчуждения. Повторюсь, игра развивается, ей занимаются. Выходят хоть и нечастые, но регулярные массовые обновления. Даже на момент выхода видео мы уже тестируем грядущие PvP обновления. Дружище, обязательно подписывайся на канал, чтобы всегда быть в курсе всех новостей игры и грядущих планов разработчиков. Не забудь оставить комментарий. На связи был Никсон. Увидимся в зоне, братья-сталкеры.